Привет, ребята! Сегодня мы проверим, что будет, если арбуз положить на муравейник. К примеру, если арбуз предложить нашему грозному алабаю, то он реагирует на него примерно никак. Более того, недоумевает, что это вы мне подсовываете и почему я должен есть арбуз. Другое дело енот Хайп. Этот сразу заинтересовался интересным угощением. Сразу просто обнюхивал, а когда дали полную волю действиям, стал выбирать семечки. Затем лапами разорвал всю мякоть. Вот у кого настоящий исследовательский инстинкт. Да и по вкусу арбуз еноту явно зашел. Как на такое угощение будет реагировать муравьи, скоро узнаем. Мы выбрали ясный день, выехали в лес, рыжих лесных муравьев и будем кормить, пока они на зиму не ушли в спячку. Заодно поможем им пополнить продовольственные запасы разными продуктами. Муравьи себе удобно расположились в старом пне на возвышенности. Начинается сезон дождей, и он им точно не страшен. Итак, переходим к кормлению и попробуем выяснить, чему отдадут предпочтение муравьи – зернам мака или кунжута. Вскрываем упаковку и засыпаем зерна в пробирку. Немного, около сантиметра на дне будет вполне достаточно для эксперимента. Во второй пробирке мак. Объем обеих продуктов приблизительно одинаковый, а вот по количеству мака, конечно, больше. Сейчас выясним, какие зерна они растаскают быстрее. Кладем на пенек и начинаем наблюдение. Буквально сразу же два муравья забрались в пробирку с кунжутом. Но оба вышли, не взяв ни зернышка. Для многих видов муравьев мак является настоящим деликатесом. Фанатеет от него рыжий лесной муравей или нет? Скоро выясним. Как мы знаем, они питаются насекомыми, но также обожают сладкую и белковую еду. А зерна как раз и являются источником с богатым содержанием белка. И вот первый муравей схватил несколько зерен мака и потащил, но что-то передумал и бросил их рядом с пробиркой. А дальше в течение часа никто из муравьев не взял ни зернышка. Не на такой результат мы ожидали. Этого времени должно было хватить, чтобы распробовать. Они просто ходят рядом и игнорируют наше угощение. Раз так, забираем пробирки зерном и переходим к сладкому. Мы приготовили для муравьев халву и зефир. Как все знают, сладкое – это быстрые углеводы и мгновенные калории, что так необходимо энергичным муравьям. Отрезаем каждого продукта по кусочку. Много предлагать не будем, а то они маленькие и едят долго. То, что зайдет, оставим после съемок рядом с муравейником. Кладем по кусочку на пенек и начинаем наблюдение. Муравьи сразу заинтересовались сладким, но пока сложно сказать, чему именно они отдали предпочтение. А уже спустя 5 минут картина прояснилась, и муравьи буквально облепили кусочек зефира. Следующие 2 часа наблюдения ускорим и покажем, как за это время муравьи справились с угощением. Даже на таймлапс видно, что зефир в приоритете. За 2 часа даже солнце так повернулось, что начинали снимать в тени, а теперь пенек на солнце. А что же по эксперименту? Едят муравьи долго, но из разряда, что выберут, ответ очевиден. Расширим выбор и добавим к уже имеющимся продуктам кусочек мяса. Совсем небольшой, чтобы приблизительно соответствовал халве и зефиру, а также рыбу. А то что это за сравнительный анализ мяса и без рыбы? Кладем дополнительные угощения под муравьями и смотрим. Буквально сходу насекомые накинулись и на мясо, и на рыбу. Так сразу и не скажешь, где их больше. Но судя по всему, такой эксперимент мурахам нравится. Мясо в гастрономическом плане так и вообще оказалось настолько ценным, что его решили затащить в дом, какие хозяйственные. Даже несмотря на то, что муравьев много, кусок-то большой, тянуть его не так просто. Да, вполне возможно, что некоторые в это время просто кушают, а не думают о потребностях всей семьи. Но все же муравьи свою задачу выполнили.
Сразу сбросили мясо с пенька, а затем потащили в нору. Вот только нас такой расклад совсем не устраивает. Мы же еще и таймлапс параллельно снимаем. Поэтому вернули кусочек обратно в съемочную зону. Только муравьям плевать на наши съемки, им запасы нужно пополнять. Спустя время они снова сперли мясо. А затем взялись за рыбу и тоже потащили в муравейник. Так что они не только насекомоядные, но еще и мясоеды и даже рыбоеды. Пока мы снимали таймлапс, у нас появились гости. Белочка пришла посмотреть на эксперимент, а может проголодалась. Мы хотели ее угостить, но рыжий пугливый зверек исчез в зеленой листве. Возвращаемся к муравьям и давайте посмотрим на таймлапсе, как муравьи расправились с продуктами. Итого у нас на сцене остался кусочек зефира и кусочек халвы. Кусочек рыбы стащили, кусочек мяса стащили, на столе скучно. Разнообразим муравьям выбор и добавим яйца, куриное или перепелиное. Какому яйцу дадут предпочтение рыжие лесные муравьи? Очищаем оба кока от скорлупы. В яйце самое ценное и полезное — это желток, поэтому его и предложим насекомым. Отщипываем от каждого понемногу и отправляем на пенек. Первые муравьи появились на перепелином, но желток этот появился раньше. Спустя 5 минут ситуация изменилась, и уже на курином желтке было больше голодных ртов. Не просто больше, на фоне куриного перепелиное таки вообще не взлетает. А вот мясо и рыбу, пока мы готовили новый продукт, уже затащили в нору. В ускоренной съемке выглядит это все примерно так. За 2 часа почти все продукты остались на месте. Итого в первый день в кулинарных предпочтениях лесных муравьев мы разобрались. На следующий день на пеньке не осталось ничего. Зато похолодело как-то очень резко. Погода все такая же ясная, но вчера было 25 градусов, а сегодня всего 15. Даже муравьи суетятся. Походу не ожидали такой резкой смены температуры и теперь утепляются, заделывают запасные входы-выходы. А мы приготовили для них арбуз. Самый центральный продукт всего видео. Все видели муравьев на арбузных отходах. А как насчет рыжих лесных? В лесу арбузы не растут, считают это для них импортный продукт. Такого они точно еще не ели. Вырезаем небольшой кусочек, а то мы вчера видели их скорость поедания. Даже такого будет вполне достаточно. Только арбуз оказался на муравейнике, появились первые желающие его попробовать. Пока один дегустирует спелую часть, другой пьет сок из зеленой шкурки. На наше удивление, именно сок кожуры выбрали муравьи, а мы думали, они отдадут предпочтение сладкой части. Итак, все муравьи, которые подходили, пили только зеленый сок. Надо признаться, что и подошло за это время не более десятка насекомых. Даже 3 часа таймлапса получились невероятно скучными. Мы оставим этот кусочек арбуза на сутки, а завтра вернемся и посмотрим, что от него останется. Через 24 часа, на наше удивление, арбуз был полностью облеплен муравьями. Неужели распробовали? А потом пошла молва, и теперь сладкую часть арбуза поедают с таким аппетитом. Одних суток явно недостаточно, чтобы справиться. Размер кусочка оказался больше муравьиных возможностей, либо времени нужно больше. Еще через день арбуза уже не было на пне.
Но так как он пролежал 2 дня, от него осталось мокрое место. Сам же кусочек оттащили в сторону и неплохо так надъели. Вершины у пирамиды больше нет, зато есть куча следов от жвал муравьев. Арбуз, конечно, не мясо, поэтому едят его долго. А если вспомнить, что предыдущие продукты были съедены за день, то с арбузом пришлось повозиться. Возвращаться в лес мы больше не будем. Ответ на вопрос, как взаимодействуют муравьи с арбузом, мы уже и так получили. Сегодня все, пока. Пока-пока.